Всем привет. Больше я не буду говорить, мои юные карапузы, одевайте штанишки, потому что одна дама посчитала, что я слишком к вам отношусь, как сказать, близко. Поэтому сегодня расклад не для всех. Сегодня только для тех, кто мои карапузы и штанишки одевает. Независимо от того, что 20 вам лет, 40, 50, 80. Поэтому вот так вот. Одевайте штанишки и, как говорится, полетели. Итак, единички. Какие мощные перемены идут в твою жизнь? Ну тут понятно, да? В твою жизнь к тебе ворвется мужичонка, который перевернет все с ног на голову. Вот ты как? Ты привыкла к своему такому размеренному образу жизни. Работа, дом, иногда подруги, иногда там выходные где-нибудь за городом. У тебя все стабильно, все предсказуемо, все спокойно. Но скоро появится человек, который разрушит эту тишину и покой твой нарушит. И этот мужик, он очень авторитетный, он влиятельный. Он, знаешь, он все решения принимает быстро и прям кардинально. Не любит вот эти вот полумеры, компромиссы. Когда, то есть, он чего-то хочет, а хочет он тебя, то он добивается этого любой ценой. Конечно, он прям полностью просто, вот как сказать-то, ты будешь его цель. И ты для него не просто нужна как женщина для развлечений, нет, как спутница для жизни, потому что этот мужчина любит головой, а не сердцем. И он предложит тебе совсем другую жизнь. Не в твоем, как сказать, маленьком городке, да? Не твою вот эту скромную работу, а вот участие в его жизни полностью, а также и в его бизнесе. То есть это не будет, как сказать, этот мужчина не твой привычный круг общения. Он тебя и познакомит с важными людьми, и сам он такой же важный человечек. И откроет он перед тобой все двери, о существовании которых ты даже не подозревала. Но знаешь что? Вот эти перемены, они будут стоить тебе твоей прежней жизни. Придется оставить родной город, придется уволиться с работы, с которой ты, как говорится, срослась, как эти, близнецы сиамские. С подругами расстаться, которые тебя просто не поймут. И твоя семья, конечно же, будет против этих изменений, но ты все равно согласишься. Потому что ты просто поймешь, что это твой шанс на более, как сказать, более настоящую жизнь, что ли. Почему именно сейчас эти перемены идут? Ну, потому что ты наконец-то созрела для больших планов. Потому что долгое время ты жила одним днем, не думая там о будущем, дальше, чем на месяц вперед. А сейчас ты начала мечтать о чем-то большом. Стала строить планы на годы вперед, думать о карьере, о семье, о том, как хочешь там свою жизнь прожить. Ты перестала бояться неизвестности. Раньше любые изменения тебя пугали прям до коленки дрожи. Новая работа, переезд, новые знакомства – все это тебе казалось раньше слишком рискованным. А вот теперь ты готова к экспериментам. Ты понимаешь сейчас, что без риска нет развития, что нужно выходить из вот этой зоны дискомфорта. А еще ты стала открытой для нового. В тебе проснулся вот этот детский восторг после проживания шута. А в тебе он был давно.
Сейчас ты снова умеешь удивляться, умеешь восхищаться, умеешь там радоваться простым вещам. Вот эта легкость и непосредственность сделали тебя очень привлекательной для окружающих. И Вселенная почувствовала, эта женщина готова к переменам. Твоя энергия изменилась. Она стала более яркой, что ли, более динамичной. Ты излучаешь готовность к приключениям, там, к новым отношениям, к смене города, страны и так далее. И жизнь, она откликается на эти сигналы, посылая тебе возможности для кардинальных изменений. Сейчас самое время для больших перемен. Как быть совет? Ну, знаешь, возьми паузу и хорошенько все обдумай. В омут с головой бросаться не нужно, как только он появится в твоей жизни. Знаешь, он будет очень убедительным. Да, его предложения, они прям вот вкусненькие, заманчивые и так далее. Но тебе нужно будет время, чтобы все взвесить и принять реально осознанное решение. Найди вот тихое место, где ты сможешь одна побыть со своими мыслями. Телефон выключи, попроси там всех тебя не звонить, не беспокоить, не писать. Ляг, закрой глаза и честно себе ответь там на вопросы. Действительно ли ты хочешь кардинально поменять свою жизнь? И готова ты расстаться с тем, что сейчас имеешь, или нет? И еще очень важно, обратись к своей интуиции. В тебе внутренний голосок, он живет, который всегда знает правильный ответ. И вот этот голос, он говорит не словами, а ощущениями. Когда ты думаешь о переменах, вот что ты чувствуешь в груди? Тепло и радость или холод и страх? Или коленки дрожат и ручки потеют? Вот доверься вот этим ощущениям больше, чем своей логике. И у тебя есть высшая защита. Твой ангел-хранитель, он не даст тебе совершить роковую ошибку. Если эти перемены действительно нужны для твоего развития, ангел-хранитель будет посылать тебе знаки поддержки. Ну а если это ловушка, то он, конечно же, предупредит об опасности. Поэтому научись читать вот эти знаки и доверять вот этому божественному руководству. Потому что не все перемены одинаково полезны, да? Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Какие перемены мощные идут? Ну, знаешь, сейчас ты мечешься между двумя жизнями. И время придет выбирать. Вот я объясню. Вот ты очень долгое время жила в подвешенном состоянии. Одной ногой в старой жизни, другой пыталась войти в новую. Ты училась, работала, опыт копила, но все время ты сомневалась, туда ли я иду, то ли я делаю, а стоит ли вообще что-то менять, да? Но усилия дали результат. Ты знаешь, ты увидишь плоды своего вот этого труда многолетнего. То есть навыки, которые ты освоила, все, что ты инвестировала в себя, там знания, связи, которые завела, деньги, которые копила, все это складывается в одну картинку. Ты готова к большим переменам. И перемены, они будут касаться твоего главного дела в жизни. Ты поменяешь не просто работу, а вот всю сферу деятельности своей. Уйдешь из того, где ты работала, как сказать, вот по необходимости, и займешься тем, что всегда было твоей мечтой, и это будет требовать огромного терпения, потому что начинать придется с нуля. И самое главное, ты перестанешь разрываться между противоположными желаниями. Больше не будет вот такого там
А вдруг у меня не получится, а вдруг это не мое, а что если да, а лучше может оставить все как есть. Вот это вот мысли неудачников у тебя уйдут. Ты наконец-то примешь четкое решение и будешь следовать ему. И это освободит огромное количество энергии, которую ты тратишь на сомнения. Почему именно сейчас? Ну, знаешь, потому что в твою жизнь войдет человек, который заставит тебя мыслить по-новому. Это молодой, амбициозный парень, полон свежих идей, полон энтузиазма. Он на мир смотрит вообще другими глазами, чем ты привыкла. Для него нет невозможного, для него нет ограничений, нет причин у него сидеть на месте. Но одновременно с этим с тобой появится наставник. Это уже зрелый мужик, который, как сказать, прошел большой жизненный путь и готов поделиться опытом. И он видит твой потенциал и знает, как его раскрыть. Он не давит, не торопит, он терпеливо направит тебя в нужном направлении. И вот эти два человека, они друг друга дополняют. Молодой даст тебе смелость мечтать, а который зрелый, он даст тебе мудрость воплощать мечты свои в реальность. Первый покажет, что возможно все, а второй, как именно этого всего добиться. И вместе они создадут тебе идеальные условия для твоих перемен. И знаешь что? Они именно тогда появились, когда ты внутренне созрела для их влияния. Раньше ты бы там не поверила молодому мечтателю, потому что у него ветер в попе, да? Посчитала бы его фантазером, а зрелого наставника ты восприняла бы как зануду, да? Который нотации только умеет читать. Но сейчас ты готова слушать и того, и другого. То есть твоя душа, она открылась для новых влияний и готова принимать руководство. Тут все просто. Как тебе быть, совет? Ну, знаешь, нужно освободиться от всех своих ментальных ограничений, которые вот тебя держат сейчас в прошлом. Потому что ты знаешь, ты сама себе придумала кучу причин, почему нельзя кардинально жизнь менять. А у тебя в голове: я уже не молодая, скоро на пенсию, у меня нет связей, а вдруг у меня не получится, а вдруг это не мое, люди подумают, что я дурочка. Все вот эти мысли — это мысли неудачников. Это мысли тюрьма твоя. А еще ты боишься осуждения, конечно, окружающих. Думаешь, что если ты бросишь там свою стабильную работу ради своей мечты, то все будут тебя критиковать. Родители расстроятся, друзья не поймут, подруги скажут: ты дурочка, что ли. Коллеги злорадствовать будут, если что-то не так пойдет. Но знаешь что? Их мнение, оно не должно определять твою жизнь. Тебе нужно мысленно уехать от всех вот этих голосов. Не физически, эмоционально дистанцироваться от тех, кто для тебя якорь. Понимаешь? И нужно перестать оправдываться перед ними. Нужно перестать объяснять свои решения. Нужно перестать искать их одобрения. Твоя жизнь — это твоя ответственность. И самое важное, начни двигаться к своей цели прямо сейчас. Не жди понедельника, не жди Нового года, не жди этих эфемерных идеальных условий. Делай маленькие шажки каждый день. Изучай там информацию, знакомься с людьми из новой сферы, пробуй себя в этом деле. Движение рождает движение, а стояние на месте рождает только сомнений, больше ничего. Ты уже и так потратила слишком много лет на размышления. Может, пора действовать, как ты думаешь? Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки.
Какие мощные перемены идут? Тут понятно, да? Башня с королем. Вот все. То есть тут даже трактовать не нужно, я не знаю, зачем трактовать, когда башня с королем. То есть твоя налаженная жизнь с мужиком, с богатым, с холодной головой полетит к чертям. Вот ты годами строила отношения с этим мужчиной, который обеспечивал тебе красивую жизнь. Все есть у тебя, там шопинг есть. Ты привыкла к тому, что все твои потребности решаются там одним звонком ему или одной просьбой ему. Но вот эта сказка заканчивается. Ваши отношения — это башенка. Тут я не знаю даже, чего трактовать. Башня — это полное разрушение с королем. Понимаешь? Он устал от тебя. А ты поняла, что больше ты не можешь терпеть его характер. Он все-таки мечевой. И в итоге вот это все материальное благополучие, которое казалось незыблемым, оно разрушится в одночасье. То есть ты потеряешь не просто мужчину, ты потеряешь, знаешь, целый образ жизни. Придется съехать с него, да, от него, забыть про дорогие там кафе, ты окажешься один на один со своими реальными возможностями. И это будет шоком, потому что ты отвыкла жить на свои деньги. Но знаешь что, вот это освобождение, оно будет началом твоей настоящей жизни. То есть ты перестанешь зависеть там от его настроения, от его капризов, от его требований. Больше не нужно будет там выслушивать все его вот это вот нотации егошни. Или грубость его терпеть. Притворяться довольной, когда на душе тоска. Все, ты станешь хозяйкой своей собственной судьбы. Почему именно сейчас изменения идут? Ну, потому что ты, как сказать, стала как-то помогать людям, и это тебя изменило внутри. То есть ты чем-то начала заниматься, и вот эта деятельность, она в тебе открыла вообще другую сторону личности. А еще ты добилась признания в этом деле, которое вот действительно сейчас тебе нравится. Не в этой работе, которую тебе навязал твой мужчина, да, а вот в своем собственном проекте в каком-то. Тебя заметят, оценят, предложат сотрудничество. Ты просто поймешь, что ты можешь быть успешной без вот этого мужика. И вот эти два процесса, они твое сознание изменили. То есть вот это вот, как сказать, помощь другим, она тебе показала, что вот деньги не главное в жизни. Вот как по-другому сказать, не знаю. А вот это твой профессиональный успех, он доказал, что ты способна обеспечить себя сама. Просто ты перестала бояться остаться без вот этой материальной поддержки этого холодного человека, так скажем. И самое главное, ты поймешь, что ты достойна лучшего. Видя благодарность тех, кому ты помогаешь, видя там уважение коллег, ты осознаешь свою ценность. Тебе больше не нужно будет выпрашивать внимание, там покупать любовь дорогими подарками. Ты просто будешь знать, что ты можешь быть любимой просто за то, какая ты есть. Как быть совет? Собрать свою внутреннюю силу и подготовиться к периоду одиночества. Ну а что я тебе тут скажу, солнышко засветит? Нет, не бросайся сразу вот искать нового, как сказать-то, спонсора. Не цепляйся за первого попавшегося мужика, не нужно. Дай себе время побыть одной, дай себе время разобраться в своих чувствах, понять вот, чего действительно ты хочешь от отношений. И знаешь, еще очень важно... Создай себе новую систему поддержки. Не материальную, а эмоциональную. То есть укрепи отношения с семьей, потому что с этим мужиком ты про свою семью почти забыла. Наладь связи вот с подругами старыми, с которыми ты перестала из-за этого мужика общаться. Вообще круг общения свой расширь, понимаешь? И вот эти все люди, они станут твоей опорой в трудные моменты. Тебе нужно научиться контролировать свои
животные инстинкты, хочу сказать. Ну, просто инстинкты, понимаешь? То есть твоя психика, она привыкла к роскоши. И она будет требовать вернуться к прежней жизни любой ценой. Будет толкать тебя на поиски нового богатого мужчины. Извиняюсь. Там, на компромиссы с совестью ради материальных благ. Не поддавайся этим порывам, ни в коем случае. И самое главное, ты поверь, что настоящее семейное счастье, оно тебя впереди ждет. Не с тем, кто покупает тебя деньгами, подарками и прочим, а с тем, кто полюбит тебя душой. Твоя способность людям помогать, твои профессиональные достижения, твоя сила духа, все вот это вкупе, оно привлечет к тебе мужика, который будет ценить тебя за твои качества внутренние. Просто, знаешь, время дай себе. Понимаешь, дай себе время. И, конечно же, помни, что не останешься ты одна. У тебя всегда есть рядом дед.